Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно буду приветствовать уважаемых водолеев. Давайте посмотрим, что готовит июнь для них. У нас будет одна общая позиция для всех. Мы рассмотрим общую атмосферу июня, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, уважаемые водолеи, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте посмотрим, каким же будет июнь для вас. Что же готовит июнь для водолеев? Прекрасный июнь. У кого-то путешествие, у кого-то просто прогресс. Но вы знаете, карта солнышко, карта корабль очень часто говорят о том, что человек будет отдыхать, поедет в отпуск. Причем поедет в отпуск в компании друзей. И все, что будет окружать водолеев в июне, будет очень теплым, добрым, радостным. Те, кто не собираются в отпуск, будут реализовывать поставленные, намеченные цели, планы. Причем реализовывать их будут весьма успешно. Вы прям вот, знаете, с наполненными попутным ветром парусами стремитесь вперед с вдохновением, с желанием творить, реализовывать свои мечты. И все, что вас окружает, будет приносить вам радость. Огромное значение в июне для вас играют друзья, близкие ваши люди, на которых вы можете положиться. Все, что будет происходить с вами в июне, как будто бы подготовит почву к тому, чтобы в дальнейшем были оформлены важные для вас документы, соглашения, договора и так далее. Здесь ценная информация обязательно к вам в дальнейшем придет после того, что произойдет с вами в июне. Теперь давайте посмотрим сферу работы. Сфера работы у водолеев в июне. Партнерство, сотрудничество, помощь, поддержка, все хорошо. Но смотрите, те, кто вам помогают, те, кому помогаете вы, могут быть такими, знаете, весьма хитрыми особами. Брать больше, а давать меньше. Поэтому к любому сотрудничеству, к любой помощи в отношении работы, да, посмотрите, десятка пентаклей, сейчас расскажу про нее. Здесь те люди, которые с вами будут взаимодействовать по работе, весьма корыстные. Десятка пентаклей – это хорошая карта, это символ партнерства, достатка, благополучия, проектов, которые будут продолжаться. Но есть такой отрицательный аспект у этой карты, как корысть и меркантильность. И дьявол на это четко указывает. Поэтому, вступая во взаимодействие с коллегами, партнерами, даже клиентами, обязательно, знаете, вот как под микроскопом рассматриваете, что вы имеете, что вы отдаете, что вы теряете, да, что вы приобретаете, что вы даете. Потому что здесь хитрые люди, хитрые и ищущие свою выгоду. Но прекрасная карта колесницы говорит о том, что все у вас так или иначе под контролем. Вы в той позиции, когда вы можете выбирать туда либо сюда, да, куда вам идти, куда вам двигаться. У вас в целом все замечательно. И кто бы вас ни окружал, у вас свое четкое положение, своя четкая позиция. Вы у руля. Что касается финансов у водолеев в июне. Все стабильно, королева пентаклей. Прям вот деньги, да, то есть сундук с деньгами, все хорошо, все замечательно. Многое зависит от тех людей, с которыми вы будете взаимодействовать. Возможно, кто-то из близких людей вам финансовую помощь, поддержку оказывает. Но здесь, честно говоря, все эти блага, они вами заслужены. Правосудие говорит о том, что, знаете, вот как потопаешь, так и полопаешь, да, то есть как будете настроены на получение денег, как будете работать, вкладываться, так будете и получать. Также правосудие говорит о том, что могут быть расходы финансовые на оформление каких-то документов, на заключение официальных бумаг, на все, что связано вот с правовой системой, с правовым фактором.
Тем не менее, все хорошо, все замечательно. У кого-то даже будет намечаться какой-то новый источник дохода, да, то есть паж жезлов — это какой-то новый росточек. Вы понимаете, что сейчас у вас все стабильно в июне, и вы вполне можете себе позволить тратить деньги, средства на какие-то такие вещи, которые вас искренне радуют, да, какие-то удовольствия, какие-то слабости, полезные слабости, это нужные вещи, по правосудию это действительно нужные вещи. Плюс у вас есть тенденция к тому, чтобы ваш доход в дальнейшем увеличился. Теперь давайте посмотрим сферу любви личной жизни. Сфера любви личной жизни. Десятка кубков уже хорошо. Семья, партнерство. Но будут здесь некие такие трудности. Так, смотрите, во-первых, отмечу то, что новых людей в вашей жизни в июне не намечается, новых каких-то знакомств не будет. Вся эта история разворачивается с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. И здесь действительно партнерство, взаимопонимание, любовь, чувства, желание быть вместе. Но для того, чтобы двигаться вперед, а двигаться вперед вы будете, нужно будет преодолеть определенные трудности. Это могут быть какие-то разногласия, это могут быть какие-то проволочки, пробуксовки в тех планах, которые вы реализовываете. Тем не менее, вы идете правильным путем. Порой эти события могут, знаете, вас просто ошеломлять, да, вау, ну ничего себе, я не ожидала такого поворота событий. Но в целом здесь все движется к развитию, все движется к тому, что ваше партнерство, оно складывается и складывается положительным образом. Все развивается, все процветает. Да, не без трудностей, но тем не менее. Что касается совета, к чему стремиться? К чему стремиться? Пятерка мечей. Победа любой ценой. Те планы, те цели, которые вы себе намечали, которые вы планировали реализовать, обязательно нужно осуществить. Страхи, которые живут в вашей голове, переживания, знаете, к ним можно прислушаться и на какой-то момент сделать паузу. Ни в коем случае не надо, знаете, как-то рубить с плеча и торопиться осуществить вот эти вот проекты, осуществить вот эти вот идеи. В тот момент, когда в вашей голове назревают какие-то сомнения и переживания, важно остановиться и подумать, что нужно предпринять для того, чтобы благополучно, благоприятно двигаться дальше. Вот эти сомнения, они будут неспроста, поэтому интуицию свою вы слушаете. А чего остерегаться стоит? Чего стоит остерегаться? Ну, спешки, рыцарь жезлов. Это такое состояние, когда вот срочно, насрочно, высрочно очень хочется. И вы знаете, да, опять же, здесь лукавство, обман. Ваше благородство, ваша доброта может сыграть с вами не самую добрую шутку, да, сослужить не самую добрую службу. Потому что, желая сделать всем хорошо, вы можете попасть в ловушку лукавства. И это связано в первую очередь с работой. Будьте внимательны в сфере трудовой деятельности, в сфере работы, потому что есть здесь корыстные люди. И важно в плане движения вперед, в реализации целей не спешить, не торопиться. Иначе поспешишь, людей насмешишь. Спешка и желание быть всем хорошей приведут вас к тому, что потом будете огорчаться и разочаровываться. Поэтому все мысли свои, все планы свои стоит реализовывать очень с такой холодной головой, когда вы можете здраво посмотреть на вещи без всяких эмоций, без всякого лишнего подтекста. Да, здесь от эмоций нужно стараться уходить. Нужно стараться, знаете, вот размышлять здраво и с разных ракурсов ситуацию рассматривать. В целом месяц хороший, месяц благоприятный, потому что все как раз-таки идет к тому, чтобы планы реализовались, цели были достигнуты, но нюансы мы с вами обозначили. Будьте внимательны, корыстные люди, они не дремлют. Вы стараетесь на их удочку не попадаться, потому что в ваших руках то, как вы будете двигаться вперед.
Вот такой прогноз у нас получился для водолеев на июнь. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.